Расскажите про храмы любви, особенно где занимались сексом несколько человек. Григорий, пару минут. Есть тантрические практики для гармоничного использования сакральной энергии. Для этого есть тантризм. Зачастую тантризм другие вещи называют. Есть область в человеческой жизни, есть чакра, вторая, Сватхистана, которая связана с культивацией этой энергии. То есть были практики с этим связаны. Любую практику можно вести до маразма, либо до черной магии. То есть если где-то в определенном месте занимались тантрическими практиками, можно заниматься и в группах, в смысле, никогда меняются партнерами. То есть меняться партнерами могут только очень высокоразвитые существа, где уровень энергетики такой, где они сами создают те или иные процессы, то есть тонкие для обычного человеческого уровня. Взаимоотношения могут быть только с одним человеком, то есть с одним партнером. В ведизме считалось, что у мужа может быть 4 жены, соответственно, да, но опять же имейте в виду, что это чистый человек, и его энергетики хватает на 4 женщины. И, как правило, если мужчина заводил вторую жену, это означало, что первая жена уже на плане интимного обмена энергии уже была не способна работать, она уже как человек уже этот ресурс израсходовала. То есть она тратит оставшийся сакральный ресурс на какие-то более важные вещи. И обычно следующие жены, они приходили тогда, когда предыдущая, например, этот вопрос не может с мужчиной прорабатывать, помогать ему с этим вопросом. Да, брала жена, которая новая, которая могла. То есть мужчина ресурс еще есть, а женщина его уже отработала. Ну, потому что, наверное, нагрузка деторождения на женщине лежит несравнимо больше, чем на мужчине. Тоже лишь тантрические практики, они возможны, их можно делать и в группах, их можно делать в храмах, то есть в местах, где они делались, для отпечатки этой энергетики. Если постоянно в одном помещении чем-то заниматься, то будут создаваться специальные поля, вплоть до создания эгрегора, который будет помогать эти вопросы раскручивать. То есть для людей, которые с низменной энергетикой, у них будет пробуждаться желание просто заниматься этим, что называется. То есть это может работать в отрицательном направлении. Есть такое понятие, как тантрические практики, и они могут работать как система гармонизации. Вот в Монте-Каче это описано. В ведической культуре тоже были такие практики. Зачастую способности в этой области использовались не по назначению, либо грань, скажем так, этическая переходилась. Поэтому надо индивидуально говорить про эти вопросы. Сама по себе умение управлять этой энергией, умение ее использовать, в ней ничего плохого нет. Потому что знания, умения и способности можно всегда использовать, можно при неправильном понимании и неправильно поставленной задаче использовать не по назначению, и тем самым разрушая себя и окружающих.